Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня у меня внеплановое видео. Дело в том, что на моем канале теперь насчитывается больше 1000 подписчиков. За это я должен поблагодарить именно вас. Так что спасибо, что цените мой контент, оставляйте комментарии, ставите лайки, ну и в общем-то подписывайтесь на канал. Сейчас уже цифра даже уже больше 1000 человек, и это круто. Потому что, когда я только начинал заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, а именно любительским ракетостроением, в принципе, такого контента было очень мало, и на фоне этого нужно было делать то, что я делал, а именно создавать комьюнити, организовывать людей вокруг себя, и частично это начало получаться, но я думаю, чем дальше, тем оно будет все лучше и лучше получаться, и больше людей будет вовлекаться в тему, либо как минимум будут сочувствующие люди. Так что еще раз вам спасибо. Но все-таки я не буду долго здесь что-то там рассказывать, благодарить и так далее. Я хочу лучше с вами в честь этого события поделиться небольшим подарком. Подарком в честь 1000 подписчиков на канале будет, как ни странно, ракета. Ракета небольшая, вот такая, это 30-миллиметровый диаметр ракеты. В принципе, это аналог ракеты Morgan, или Drake 3, если так больше нравится. А чем она примечательна? Тем, что она достаточно легкая, использует 25-миллиметровый движок по диаметру, и внутренний у него диаметр шашки 17 мм. В принципе, она легкая, и, в общем, все части напечатаны в основном на 3D принтере. Такая новая технология. В общем, я хочу ее подарить моему подписчику, который выиграет в конкурсе. Давайте для начала расскажу, что за ракета и что у нее за движок. Двигатель ДКР-17-5200P – это не совсем типичный для меня формат 25-мм движков, собственно, специально созданный под эту ракету. По факту движок звезд с неба не хватает и по большому счету является близким аналогом 32-мм движка с 4,5-килограммовой пиковой тягой, только меньше диаметром и длиннее. В таком формате это близкий к пределу возможностей движок такого калибра F-36. К тому же он весьма легкий, всего 110 грамм. Движок без вышибного заряда, но в принципе при желании его можно поменять на модельный RD1-2030, он же MRD-20, или даже Estes C11 с вышибными зарядами, собственно поставив переходник на 20 и 24 мм соответственно. Собственно, о ракете. Ракета – это глубокое переосмысление семейства Morgan. Это все тот же 32-мм формат диаметра, но с удлиненным корпусом до 700 мм для стабильности. Благодаря увеличенной длине и запасу устойчивости размах стабилизаторов уменьшен, что заметно улучшает флюгерность и флаттерность ракеты. Главное, что основные детали используются отпечатанные на принтере. Это и головной обтекатель, крепление стабилизаторов и сами стабилизаторы. Собственно, за вычетом нескольких часов на печать сборка этой ракеты буквально пара минут. Также крепление стабилизаторов содержит крепление для пусковой зацепы. Это могут быть как формат рельсовой пусковой установки вроде РПУ-4 или просто обычный штырь. В ракете установлено кольцовый порт для двигателя, так что при желании можно установить систему спасения из небольшого парашюта с силовым адаптером. Вес ракеты 160 грамм. Комбинация мотора и легкого корпуса в идеальных условиях дают возможность запустить ракету до полукилометра в высоту при условии вертикального полета и отсутствия, конечно, сильного ветра. В реальных условиях высота полета будет где-то 250-300 метров. Для запуска в комплект к ракете идет штыревая пусковая установка со штырем 8 мм и длиной в метр. Конструкция не сильно, конечно, жесткая, но легкая и мобильная, и для такой небольшой ракеты вполне должно ее хватить. И, наконец, я предполагаю, что далеко не каждый мой подписчик имеет свой парк ракет и оборудование для их запуска.
так что для запуска потребуется пульт с запалами. Пульт, правда, конечно, проводной, но позволяет отдалиться на безопасное расстояние при запуске. Все, что нужно, это две батарейки 18650. Хорошая погода и желание. Итак, давайте теперь о конкурсе. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть вот эту самую ракету? Ну, все просто. Придумать для нее название. А название, конечно, хотелось бы, чтобы оно ложилось в канву моих названий, там, а-ля пиратская тематика, но не обязательно. Собственно, выиграет тот человек эту ракету и весь став, о котором я сейчас рассказывал, который придумает самое интересное название, ну и, собственно, чей комментарий получит наибольшее количество лайков. На это я ставлю месяц, допустим, до середины ноября. Ну, давайте для удобства до конца ноября. И, соответственно, тот человек, чей комментарий будет самый залайканный, самый популярный, тот, в общем-то, вот эту самую ракету и получит. Ну, если, конечно, захочет. Если не захочет, то, соответственно, на второй по популярности получит, ну и так далее. В общем-то, жду от вас теперь комментариев, лайков под комментариями, лайков под видео, и рассказывайте друзьям, пусть они тоже подписываются, и я надеюсь, что этот конкурс будет не последним, и что-нибудь тоже будем разыгрывать. Ну, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Всем спасибо, с вами был Илья, пока-пока.